Этот коктейль не выигрывал международных конкурсов, его не рекламировали крупнейшие бренды алкоголя. Как только он появился, большинство барменов не считали его чем-то особенным. Но однажды 4 женщины сделали его самым знаменитым коктейлем на планете. Как же это вышло? Сегодня мы это выясним. По легенде, все началось в середине 80-х. Бармен из Майами заметила, что гости заказывают мартини не из-за его вкуса, а потому что бокал выглядит дорого и элегантно. И тогда и пришла идея создать коктейль, который выглядел бы так же эффектно, но был бы более легким и приятным для большинства людей. И это стало первой версией этого коктейля. Спустя несколько лет нью-йоркский бармен доработал рецепт. Он использовал цитрусовую водку, ликер Куантро, сок лайма и клюквенный сок. Именно эта версия стала современной классикой. Но даже после этого ничего не произошло. Коктейль заказывали всего лишь в нескольких модных барах Нью-Йорка. Никаких очередей, никакого ажиотажа, никакой мировой славы. И казалось, что это всего лишь еще один удачный рецепт. А потом случилось то, что не купить ни за какие деньги. В 1998 году на экраны выходит сериал «Секс в большом городе», где 4 подруги постоянно встречаются в барах и разговаривают о любви, о работе, о жизни, и почти в каждой из сцен держат в руках один и тот же коктейль. Миллионы зрителей даже не замечают, как начинают его запоминать, а затем заказывать. Бар за баром, город за городом, страна за страной. И так обычный коктейль «Космополитен» становится мировой легендой. Наполняем наш шейкер льдом. Далее в шейкер отправляются водка 40 мл, апельсиновый ликер Куантро 15 мл, сок лайма 15 мл, клюквенный сок 30 мл. Далее закрываем шейкер и шейкуем. И отцеживаем наш коктейль в коктейльную рюмку, заранее охлажденную. И украсим наш коктейль цедрой апельсина. И вот так легко и просто мы приготовили этот легендарный коктейль. Друзья, с вами был Евгений, канал «Вокруг света» с коктейлем. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока! Забыл, самое главное, пейте с умом.